Франция с ее пахучими провансами, ленючими багетами и нежными круассанчиками осталась позади, а Италия ненасытно ждала мою скрипучую телегу. Италия – это моя первая любовь, и под седлом еще с 2012 года мои две мозоли поскрипывали, вспоминая 1500 дорогих сердцу дорог Италии, пройденных на велосипеде. Вот были времена. И никакие заправки не нужны были. Только пиццу с лимончеллой в топку закидывай и педалируй километр за километром. Но теперь я суровый мотоциклист. Можно даже сказать, реальный кабан. Это свинг только дрищ. Путь от Ниццы был не длинным, всего километров 300. Но когда стартуешь после обеда и едешь в соседнее казино, рано не приехать. А случается, что ночь застает врасплох. Вот так едешь, бац! И вдруг темно. Вот и в этот раз, так что ночь выдалась прямо как у настоящих диких кабанов. Прямо в поле, но только с палаткой. Утро. Разбудил трактор. Было явно слышно, что он зловеще подкрадывается еще затемно. Но поскольку это поле было единственным невспаханным в округе, взбудораженный мозг работал дедуктивным методом, и вырабатывалось ощущение, что данный трактор вандалирует именно это прогретое залежавшимися боками поле. Надев пятые труселя с начесом, я произвел разведку. Так оно и вышло, но из-за холма палатка еще не была заметна для него. Так что шмот был собран за 3 минуты 62 секунды, и как ни в чем не бывало, байк опять цеплял замерзшими шинами итальянский асфальт. Солнце медленно выглядывало из-за горизонта, организм требовал законного кофе и круассана. Последний в Италии, кстати, называется корнетто, и лучше не путать, а то можно схлопотать леща. Но тленная во вторую очередь, а сначала пища духовная. Цитадель Алессандрии XVIII века. С высоты птичьего полета она выглядит намного симпатичнее, чем изнутри. Судите сами. Но зато она вполне обитаема местными жителями, что я считаю вполне респектабельным. Один известный французский блогер, то есть летчик, я хотел сказать, писал, цитирую: «Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Или что там у тебя? Голда 80-го года? Да неважно, хоть Харлей, главное помыть своего маленького принца». Натер до матового блеска, сел и поехал в город. Едем через Бергамо. Бергамо – это занимательный городок на севере Италии. Оттуда родом широко известный в советах плут и образцовый раздолбай Труфальдино. Да, господа, о нем даже мыльную рок-оперу сняли. Да я такой, да я упрямый юрец из йогурка в Бергамо. Этот город как бы разделен на два – верхний и нижний. Так верхний оправдывает свое название, это действительно высоко, а также очень уютно и просто красиво. А нижний он уже новый, не сильно занимательный. Итак, господа, выбираем каску, поскольку у нас бюджетная поездочка, денег нету, приходится выбирать из детского. Дальше путь лежит на озеро Лаго-ди-Гарда и горку рядом с ним Монте-Бальдо. Местные бабули мне сказали, что будто там есть секретная тропа для всяких горных козлов, а называется она Феррата делла Такколе. Я повелся, конечно же, взял свой телефон и пошел искать. Что-то такое. Санта, кстати, писать так хочется. На русский нести. Ладно. Дальше пойдем.
Шландал я по горам часа 3 и вдруг нашел. Солнце пытался заступить на небе, но ему было плевать, и оно зашло спать за гору. Пришлось мне своим телефонным диодиком светить себе всю дорогу назад. Шел я долго, много раз сбиваясь с пути, а когда наконец выполз на дорогу, то выяснилось, что меня уже ищут какие-то итальянские органы. И еще полчаса потребовалось, чтобы отменить всех полицаев с собаками и неспящих спасателей. Мы двинулись дальше в путь. Узкая горная дорога была усыпана желтой листвой. В какой-то момент повстречалась неистовая куница, которая бежала впереди мотоцикла до тех пор, пока болтающийся из пасти язык не начал цепляться за ее же хвост. Тут она таки решила сбавить обороты и свернуть с дороги. Так в свете фары пронеслись еще 150 ночных километров. Но кукушка пробила 3 ночи, и земля стала еще более притягательной. Теперь нас ждет Австрия.